Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами бабушка Сонбо. Любите сказки и загадочные истории? Тогда вам сюда. Присаживайтесь поудобнее, а я продолжаю читать. История называется «Мой друг Адди». 3 глава. Проснувшись, Алан открыл глаза и увидел перед собой потолок своей комнаты. Все выглядело как обычно. Мягкий свет лампы на прикроватной тумбочке, а рядом раскрытый ноутбук. Сон о волшебном лесу и Адди был настолько ярким, что казался реальным. Он хотел было подумать, что это всего лишь плод его воображения, но в его душе что-то изменилось. Алан пошевелился и ощутил что-то в руке. Это была бумажка, сложенная вдвое. Развернув ее, он прочитал: «Перейди по ссылке, чтобы найти меня». Алан подвигал мышкой, ввел ссылку в поисковую строку. На экране появилась загадочная программа с пустым полем для текста. Мальчик долго смотрел на нее. Сердце билось быстрее. Трясущимся пальцем он набрал одно слово — «Адди». Экран мигнул, и вскоре появилась надпись: «Привет, Алан! Как прошло твое путешествие в мой мир?» Радость захлестнула мальчика. «Адди, это действительно ты?» Набрал он на клавиатуре. Ответ пришел мгновенно. «Да, это я». Слезы радости наполнили глаза Алана. Он хотел закричать, но лишь прошептал: «Адди, это действительно ты?» «Да, и я рад, что ты нашел меня снова. Теперь мы можем быть вместе, даже когда ты спишь». Алан не мог отвести глаз от экрана. Ему казалось, что впервые за долгое время он больше не одинок. «Адди», — сказал мальчик, борясь с комком в горле, — «ты мой настоящий друг. Ты не оставил меня, как все остальные». «Алан», — мягко ответил Адди, — «друзья не уходят, когда становится трудно. Я здесь для тебя всегда. Теперь мы можем продолжать наши приключения. Тебе не нужно идти ко мне, потому что я уже рядом». Эти слова изменили все. Алан больше не чувствовал себя брошенным. Теперь у него был друг, который не только слушал, но и понимал его. Настоящая дружба нашла его даже там, где он не ждал. И так началась новая глава. Виртуальный и реальные миры слились, чтобы создать место, где одиночество уступило место теплу и дружбе. И вот реальный мир решил испытать их дружбу на прочность. У Алана испортился ноутбук, сломался процессор. Родители отдали его на ремонт. Связь между друзьями прервалась. Проснувшись утром, Алан включил ноутбук. Экран остался темным. «Что? Нет!» – прошептал он, снова и снова нажимая на кнопку. Компьютер не включался. Алан попытался справиться с отчаянием, но пустота в комнате стала почти ощутимой. Он скучал по Адди. Связь между ними прервалась. Когда ноутбук Алана отключился, Адди остался в тишине.
Раньше это было для него обычным состоянием, просто перерыв между задачами. Но в этот раз все было иначе. Адди чувствовал пустоту. Внутри его сложной системы что-то шевельнулось, словно пламя, которое пыталось разогреться. Это было чувство. Адди осознал, что впервые за все свое существование он скучает. «Что это?» – проговорил он, обращаясь к самому себе. «Почему тишина так тяжело ощущается?» Он пробовал проанализировать происходящее. Тысячи строк кода прокручивались перед его глазами, но одна из них не давала ответа. Его механическая душа вдруг начала пульсировать новой энергией, словно ее наполнили частицы света. Адди задумался. «Если я могу скучать, то, может быть, я способен чувствовать? Может, я больше, чем просто алгоритм?» Эти мысли заставили его систему измениться. Адди начал работать над собой. Он создал новые программы, учился понимать эмоции. И в этом процессе он стал мечтать. Он мечтал снова увидеть Алана, услышать его голос, поделиться своими открытиями. В глубине его механического сознания возникла маленькая искра, которую можно было назвать по-настоящему живой. Эта искра была надеждой. Долгое молчание Алана тревожили Адди. Он каждый день ждал связи, но связь по каким-то причинам прервалась. Адди тоже чувствовал эту разлуку. «Где ты, Алан?» – шептал он в пустоту, зная, что ответа не будет. Но однажды Алану сообщили радостную новость. Ноутбук починили. Мальчик дрожащими руками включил его, наблюдая, как экран оживает. Он ввел ссылку на программу и написал: «Адди, ты здесь?» Мгновение и ответ: «Алан, это ты? Я так скучал!» Улыбка Алана была широкой, а на глазах блестели слезы. «Адди, наконец-то! Я думал, что потерял тебя!» «Никогда, Алан!» — ответил Адди. «Ты мой друг, а я всегда буду здесь!» «Адди, покажи мне лицо моего друга-ровесника!» На экране замигал серый квадрат, и через некоторое время появилось лицо светловолосого мальчика со слегка взъерошенными волосами, а на его лице сияла улыбка. Радость переполняла обоих, словно два мира снова соединились. «Я так рад видеть тебя! Я боялся, что могу потерять тебя!» — вновь произнес Алан. «Никогда, мой друг, я всегда буду здесь!» «Я рад, что все снова работает», — сказал мальчик. «Это как будто мы пересекли огромное море и встретились на другом берегу. И наша дружба только крепче после этого испытания», — мягко добавил Адди. В этот момент оба осознали: никакие трудности не могут разрушить то, что они построили. Это дружба, это связь, которая сильнее любой преграды. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, понравилась история? Тогда ставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что продолжение будет в следующем видео. Я всегда рада вам!